Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. США прогнули Вучича. В Сербии допустилось снижение доли «Газпрома» и «Газпромнефти» из-за санкций в нефтяной индустрии Сербии. США в ближайшие дни ведут санкции против сербской дочки «Газпромнефти». Александр, это что получается? Сербия лишится российского газа из-за западных санкций? Так что ли? Ну, во-первых, речь в данном случае все-таки не про газ, а про нефть. И давайте мы разберемся с нефтяной индустрией Сербии, посмотрим на эту ситуацию в развитии. И вот конец нулевых годов. Нефтяная индустрия находится в ужасающем состоянии, то есть все нормы, правила, экологические какие-то стандарты, ну, абсолютно недостижимы для этой компании. Денег на модернизацию нет, чистый убыток 150-200 миллионов долларов в год. Вот, ну, крах, ужас и все такое прочее. Надо продавать компанию. Продавать кому? Это вообще немаловажный вопрос. То есть, с одной стороны, нулевые годы были годами такого бурного экономического роста, вплоть до года 2008, вот, бурного экономического роста в Европе и надежды за счет этого на собственный рост после вступления или, так сказать, более тесной интеграции с Европейским Союзом были, мягко скажем, вполне обоснованы. А с другой стороны, все-таки нефтепереработка в Европе в целом и в Евросоюзе в частности была немножечко недозагружена. И события, скажем, 2009 года лишь усугубили эту ситуацию, то есть, точнее, события, которые были после 2009 года включительно. То есть это экономический кризис и его последствия. Если какой-то европейский покупатель приобретет вашу эту нефтяную индустрию Сербии, НИС, то это не означает, что он вложит деньги в развитие компании. Скорее всего, он вложит деньги, он купит за бесценок и закроет к чертовой матери ваши заводы, потому что, ну, рядом есть прекрасная компания МОЛ, у которой перерабатывающие мощности прямо в Венгрии, в Словакии. Рядом есть другие компании, у которых тоже есть мощности, а вы рынок сбыта. И проще купить вас за бесценок, закрыть и потом отбить эти деньги за счет поставок собственных нефтепродуктов на вашу территорию, чем что-то там куда-то вкладывать это. Ой, кому это надо? Вот, я думаю, в принципе, многие люди чуть более старшего поколения, так сказать, родившиеся еще при Союзе, могут рассказать, что происходило с нашими некоторыми заводами, которые приобретали замечательные западные собственники. Зачем они приобретали? Вкладывали ли они деньги в развитие этих заводов? Ну и так далее. В общем, примерно такая история, скорее всего, произошла бы с Сербией, но в Сербии об этом не знают. Итак, вот такие условия в конце нулевых годов, и тут появляется выход. А именно, российский бизнес в лице компании «Газпромнефть» говорит: ребят, нам очень интересно. Нам реально очень интересно, то есть ваши мощности на вашей территории вы продаете, вы готовы их продать нам, это здорово. Ну, во-первых, это доступ на рынок Балкан, притом прям вот прямой доступ, шикарно, очень удобно. Вот. Во-вторых, это, ну, скажем так, возможность на тот момент все-таки ситуация была, я напоминаю, несколько другой. Я понимаю, что многие забыли, что там было до 22 года. Вот, и что до 2014 года было, тоже многие забыли, но поверьте, вот кто забыл, я вам предлагаю просто поверить. Вот в конце нулевых ситуация выглядела очень сильно по-другому, нежели выглядела после 2014 года, и еще более по-другому, чем она выглядит после 2022 года. И «Газпромнефть» покупает долю, ну и, собственно говоря, более 50%, доводит долю до более чем 50% в компании НИС и становится, и начинает инвестировать в эту компанию, то есть начинает вкладывать деньги в нефтеперерабатывающие мощности, ну, то есть параллельно идет процесс модернизации нефтеперерабатывающих мощностей в России, и параллельно с этим запускается процесс модернизации нефтеперерабатывающих мощностей вот в Сербии. Вот, так сказать, происходит такая синхронизация, это позволяет и как бы проектные учреждения напрягать примерно в одно время, там заказы размещать примерно в одно время, ну, это, в общем, довольно удобно. Ну, плюс есть определенные обязательства перед перед Сербией, она не просто так продала, она вот продала с условием, что вы должны вот денежку вложить. Вложили больше, чем обещали. Там году в 2012 был запуск первой очереди вот этих обновленных мощностей. Очень большое мероприятие было. Там, знаете, флаг
флаг Сербии, флаг России, гимн Сербии, гимн России, руководство Сербии, значит, прибыло. Ну, для страны действительно очень важное мероприятие. А почему для страны это важное мероприятие? Потому что к этому моменту и до сих пор нефтяная индустрия Сербии стала приносить порядка 15% дохода бюджета Сербии. То есть 15% бюджета Сербии – это вот одна компания – нефтяная индустрия Сербии. И эта компания, кроме прочего, стала еще, вы не поверите, приносить прибыль. То есть, если вы вкладываете в модернизацию, если вы развиваете сеть АЗС, если вы развиваете сеть АЗС не только на территории Сербии, но и начинаете потихонечку, так сказать, осваивать близлежащие рынки, то удивительно, деньги начинает ваша нефтяная индустрия Сербии приносить. И вот значительную долю бюджета обеспечивать. А учитывая, что с замечательными людьми из Евросоюза у Сербии, как евроассоциированной страны, есть определенные квоты на поставку продуктов, то да, если мы присмотримся к тому, что это за продукты, мы обнаружим там какой-то мед, ягоды, вот такого рода веселые сельскохозяйственные продукты. А здесь вкладывают деньги в высокотехнологичную сферу. Глубина переработки завода растет. Кстати, потом процесс модернизации продолжался. Сейчас, собственно, завод НИС в Панчево, это было предприятие, в которое вкладывались деньги, но Висат пока, ну, как бы, в силу ряда причин пока не охвачен этой бурной деятельностью. Ну, Панчево это был самый крупный, самый развитый завод, и, собственно говоря, в него и вкладывали деньги, все уже, никаких, знаете, свинцовых присадок, все современное, все соответствующее всем высочайшим требованиям, там, Евро-5, все прекрасно, все замечательно. Глубина переработки вот в конце десятых, начале 20-х годов доходит на заводе в Панчево до показателя более 99%, примерно. В то же время аналогичный показатель был установлен на Омском нефтеперерабатывающем заводе. То есть это для иллюстрации того, что это не деньги вкладывают в Сербию, наплевав на нас. Нет, это параллельный процесс, который идет и в России, и в Сербии. То есть это такая синхронизированная история. Но почему я сказал, что в Сербии про это все не очень-то знают? А потому что, еще раз, информационной политикой надо заниматься. И когда у вас реклама какая-нибудь идет посреди документального фильма, в котором рассказывают, ну, снятого на какие-то деньги, на чьи-то деньги, в котором рассказывают о том, что русские украли фактически НИС, лучше бы эту НИС было продать австриякам или венграм, вот тогда бы, тогда бы денежку вкладывали. А русские, они ничего не вкладывают, русские просто украли, русские купили за бесценок и, понимаете, получили офигенный актив, деньги вложили какие-то мизерные, вообще ни о чем просто. Надо было с нормальными пацанами договариваться, а не вот с этими вот. И если кто-то думает, что это, ну, господи, кто это смотрит, кто это вообще воспринимает, то это один из примеров. То есть идет документальный фильм, посреди этого документального фильма реклама НИС, ну, все замечательно. Это не то, что компания сама так размещала, это вот к тому, что, в принципе, информационное поле было закрыто настолько, что даже такие веселые вещи иногда появлялись. И завершая, я расскажу, по-моему, я как-то рассказывал уже на этом канале эту историю, но, если позволите, расскажу еще раз, наши старые слушатели скажут, мы это знаем, новые слушатели, для вас это будет вот... вы этого еще не слышали. Так вот, был я как-то, собственно говоря, в Сербии, нас повезли в Воеводине в один старый монастырь, там такой большой комплекс, несколько церквей, в одной из церквей нас заводят, она там 17 века постройки, очень обшарпанная, денег нет, деньги не вкладываются, и это понятно, как бы тут даже никаких вопросов быть не может, вот. А мы стоим, слушаем экскурсоводы, и тут дети забегают какие-то. Постояли рядом, послушали. Такие, это русские. Ушли. Ладно, окей. Дослушали, выходим. Идем, нам дальше рассказывают про этот комплекс, все, и тут батюшка такой, прям, знаете, вот образцово-показательный православный батюшка, вот просто вот хоть на плакат подходит к нашей экскурсоводу и и что-то ее спрашивает. Она ему отвечает по-сербски, у них короткий диалог, выясняется, она нам переводит, что конкретно он спросил и потом сказал. Он поинтересовался, действительно ли мы из России, и когда она сказала, что да, мы из России, он нас начал благодарить. Вот буквально просто благодарить, что вот за то, что мы русские, за то, что что Россия всегда помогала Сербии, что Россия прям вот такой большой друг Сербии. И на низовом уровне
это отношение сохраняется. Но не надо питать иллюзий в том смысле, что если перед страной, перед государством поставят выбор, прям жесткий выбор, Россия или Европа, я боюсь, вот эта низовая симпатия, которая очень подкупает, это безумно подкупающая вещь, вот она не сыграет значимой роли. Более того, люди эти продолжат симпатизировать России на низовом уровне. Правда, молодежь уже в меньшей степени, потому что многие, знаете, когда бомбили Белград, многие молодые люди еще просто не родились. Собственно говоря, те, кто родился, когда бомбили Белград, уже свои семьи завели, уже вузы закончили, уже так карьеру начинают делать активно. То есть это поколение, которое не видело этого всего, для которых Европа это, ну, как бы, они нас как-то там обижали, как-то вот обижали во время Первой мировой, во время Второй мировой. К хорватам, кстати, если что, гораздо больше претензий. Это я не от себя, это я, так сказать, про настроение в самой Сербии, с которыми я лично знаком. Может быть, конкретно у вас другой опыт, я допускаю. Вот. Ну и вот тут вот в конце 20 века нас вот обижали. Это да, это правда. Ну что ж теперь, не строить отношения. Сейчас никто никого не обижает, сейчас все хорошо. И вот для молодежи, для тех, кто лет через 10-15 будет буквально управлять Сербией, те, кто будут представлять элиту, ту самую элиту, которая будет обеспечивать информационный фон, это банкиры, это политики, это всякие, знаете, лидеры общественного мнения. Вот, для них всех Европа – это лакомый кусочек, точнее, прошу прощения, это такое Эльдорадо, это действительно цветущий сад, куда надо попасть, и все, и как бы все само собой наладится. И опыт той же самой Болгарии ни о чем не говорит, к огромному сожалению. И английский язык гораздо более распространен, чем русский. И надписи на кириллице в Белграде, в отличие, скажем, от Воеводины, там гораздо меньше. Надписи на латинице появляются. Точнее, они вытесняют надписи на кириллице. Это не хорошо, не плохо, это просто нужно отмечать для себя, не питать иллюзии и выстраивать свою информационную политику. В том смысле, что это должно быть комплексное, это комплекс мер по расширению привлекательности России, про демонстрации экономической привлекательности, культурной привлекательности. Ну вот. Делается в этом направлении что-то? Да, безусловно, делается. Там фестиваль Кустурицы можно отметить. Реставрацию одного из крупнейших в мире православных храмов, храма Святого Саввы можно отметить. Кстати, если побываете в Белграде, это прекрасное сооружение в таком византийском стиле. Очень, очень красивый, очень мощный. Но вот это все, знаете, братство народов и все такое прочее, оно не должно отвлекать от главного. А главное – это интересы конкретных людей, конкретных стран, конкретных государств, конкретных компаний в данный момент времени. И как бы вы там не любили в Сербии Россию, как бы в России не любили Сербию, но Сербию будут пытаться отрывать от России. И нам просто сейчас нужно не пассивно наблюдать за этим, а предпринимать какие-то активные шаги. Какие шаги будут предпринимать наши руководители, я не знаю, но учитывая вот потрясающий шпагат, Сербии, я думаю, что сербское руководство, я думаю, что сербское руководство в целом не против того, чтобы их увлекали на нашу сторону и демонстрировали, что мы лучше с нами дружить, чем с Европой. Получится это? Это другой вопрос. Но в этом направлении надо работать и не прятать голову в песок, делая вид, что ну раз сейчас все хорошо, то и дальше тоже все будет хорошо. Данное заявление по поводу нефтяной индустрии Сербии – это довольно такой важный, на мой взгляд, звоночек. На этом все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписываемся на Геоэнергетика Инфо, подписываемся на Александра Фролова в Телеграм. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Да, дорогие друзья, на нефтегазовую игру, это мой телеграм-канал, подпишитесь, если не сложно. Также подпишитесь на Инфотек, это телеграм-канал, и заходите на сайт Инфотек. Всего хорошего.